Начнем с обзора лайнера MSC Bellissima, швейцарской итальянской круизной компании, входящей в топ-3 мировых лидеров. Корабль вмещает около 5000 пассажиров, которых обслуживает экипаж в 1500 человек. На лайнере 19 палуб, более 2000 кают, двухэтажный променад со светодиодным куполом, спортивные залы, детский клуб, игровые автоматы, в том числе симулятор Формулы-1, амфитеатр, бассейны крытые и открытые, аквапарк, казино в стиле Лас-Вегаса, уединенная зона премиум-класса, 10 ресторанов, в том числе буфет со шведским столом, работающий почти круглосуточно, и 20 баров. Что нужно знать о напитках на лайнере? Есть 3 варианта. Номер 1. Не приобретать никаких пакетных предложений, пользоваться только тем, что включено в стоимость полного пансиона, а именно в ресторанах, работающих по меню во время завтрака, соки, молоко, чай, кофе, какао, а во время обеда и ужина только вода. Также в буфете в течение всего дня можно набрать с собой в бутылку или термос холодную и горячую воду из кулера. Все, что вне перечисленного списка, покупать разово. Средняя цена за бокал пива, вина или шампанского с учетом сервисного сбора 9-12 евро. Второй вариант. Приобрести один из пакетов «Все включено». Он рассчитывается на каюту по формуле. Количество взрослых и детей в каюте умножить на тарифный план пакета и умножить на количество ночей в туре. Для примера, в нашей каюте один взрослый, один ребенок, 8 ночей по минимальным тарифам получается $600 за круиз. Подробности каждого пакета прописаны в меню, что и в каком количестве входит в стоимость. Кому интересно, нажмите паузу и почитайте. Предположу, что это может быть выгодно взрослым, путешествующим без детей, которые часто и с удовольствием очень много выпивают и проводят весь день на лайнере, не выезжая на экскурсии в портах. И третий вариант, по моему мнению оптимальный, это поштучные пакеты. Миксовый, 12 бокалов за $67, в нем на выбор вино, шампанское, пиво или коктейли. Безалкогольный, 12 напитков за $49, и пивной, 6 бутылок или банок за $32, в том числе японская Асахи. В стоимость этих пакетов сервисный сбор уже включен, так что получается супер выгодно. Сравните, 6 отдельно заказанных банок пива стоит около $54, а в пивном пакете 32. В завершении алкогольной темы лайфхак. Не пропустите встречу с капитаном в центральном атриуме. Это событие обычно называется капитанский коктейль. Всех гостей угощают шампанским, соками и канапе бесплатно. Следите за расписанием мероприятий на лайнере по информационным листовкам Daily Program, которые ежедневно приносят в каюту. И давайте смотреть каюты. Вот те самые инфолистовки, и в день заселения к ним прикреплены детские идентификационные браслеты. Они нужны для доступа в детские клубы и развлекательные зоны. По QR-коду персонал видит информацию о ребенке, родителях и каюте. В инфолистовках помимо расписания мероприятий на корабле есть информация о времени работы баров и ресторанов, о скидках и спецпредложениях дня в спа, магазинах, казино, барах, сведения о портах и экскурсиях. Мы бронировали самый бюджетный вариант проживания – внутренние каюты без окна и без балкона. 8 ночей по маршруту: Шанхай в Китае, Наха в Японии, еще раз Шанхай, Чеджу в Корее, Пусан в Корее и еще раз Шанхай обошлись в 90 тысяч рублей за двоих, включая все портовые и сервисные сборы. Эта каюта для 4 гостей похожа на купе в поезде. В потолке встроены 2 открывающиеся кровати и есть съемные лестницы к ним. В 4-местной каюте 2 отдельных шкафа, они без полок, платяные с вешалками и выдвижными ящиками. В одном из этих шкафов сейф. Из техники: телевизор, телефон, фен, чайник и кондиционер. Туалетная комната компактная, но все необходимое есть. Полотенца 3 комплекта, банные для рук и для ног. Жидкое мыло, шампунь и гель для душа в дозаторах. Кондиционера для волос и крема для кожи нет. В душевой кабине выдвижная бельевая веревка для сушки купальников. Электронный дверной индикатор с просьбой не беспокоить или убраться. Мусорное ведро с системой сортировки отходов.
И вот еще один вариант внутренней каюты для двоих. Кровати можно попросить сдвинуть, если нужна одна большая. Розетки нескольких типов и USB-входы. При заселении есть комплементарная бутилированная вода. Ее не пополняют, но можно самим набирать из кулеров в буфете. В мини-баре все напитки и снеки за дополнительную плату. Вечером предпоследнего дня сотрудники закрывают холодильник на замок. Проверить и оплатить расходы на лайнере советуют также в предпоследний день. Это можно сделать на стойке регистрации или в платежных терминалах. Свободного пространства здесь побольше, так как шкаф один. В остальном все то же самое. Зеркало в полный рост было бы логичнее повесить немного правее, места для этого предостаточно. А так получается, что либо впритык к нему стоишь, либо если отойти назад, то часть зеркала закрывает перегородка. Так что танцы перед зеркалом отменяются, зато в барах и на променаде дискотека нон-стоп. Интернет на борту – дорогое удовольствие. Во-первых, нельзя купить его только на один день или несколько часов. Если подключаешься, счет на круизную карту выставляют автоматически на все оставшиеся дни до конца круиза по $25 за каждые сутки. Мобильное приложение MSC4Me работает на лайнере бесплатно. Важно скачать и установить его на телефон до начала поездки. В нем много полезной информации, но главное, что благодаря приложению можно общаться с другими гостями лайнера через онлайн-чат. То есть всегда оставаться на связи без покупки дорогостоящего интернет-пакета. В портах мы подключали eSIM. Выгоднее всего оказалось приобретать их на сайте Trip.com. Средняя стоимость 1 гигабайта в Китае, Корее или Японии меньше $1. Это в разы дешевле, чем покупать в каждой стране местную сим-карту или открывать роуминг своей домашней симки. Выбор тарифного плана, оформление заказа и настройка eSIM занимает буквально 5 минут. И если что-то непонятно, можно обратиться в службу поддержки сайта. Отвечают почти мгновенно. Оплата любой пластиковой карты, включая рублевые кредитки МИР. В описании под видео оставлю промокод для регистрации на Trip.com и позже расскажу, что еще можно выгодно бронировать на сайте. Несколько слов о развлечениях для детей на лайнере. В детском клубе есть настолки, игровые приставки, конструкторы Лего. Анимационная программа на английском и китайском. Русскоговорящих аниматоров не было. Вообще, судя по расписанию мероприятий в Daily Program, большая часть активити и мастер-классов рассчитана на гостей 16+. Так как путешествие наше было в зимний период, только крытый бассейн с подогревом и 2 больших джакузи вокруг него пользовались спросом. Бассейн под открытым небом, так же как аквапарк и канатная дорога на верхней палубе, пустовали. Мы бы с удовольствием повторили поездку в летний сезон, но пока что таких же выгодных по цене предложений нет. О вечерних развлекательных мероприятиях скажу коротко. На шоу-программы в амфитеатр мы дошли только один раз, а выступал фокусник-иллюзионист. Показалось скучно, не стали смотреть. Шопинг на лайнере – такое себе развлечение. В нашем случае это скорее был зыринг. Учитывая, какие страны мы посетили и сколько всего хотелось купить в магазинах на суше. В нескольких барах по вечерам играла живая музыка, как обычно на лайнерах и бывает. В одном из баров каждый день было караоке, но большая часть времени песни на китайском, реже английском языках. А для русскоговорящих отдельное время с отдельным небольшим списком песен и не каждый день. Следующая тема – питание на борту. Сначала покажу рестораны с обслуживанием по меню. Во время завтрака ассортимент блюд ежедневно один и тот же на протяжении всего круиза. А это очередь в рестораны по меню в обеденное время. Чтобы долго не стоять, лучше прийти минут за 15 до открытия и быть одними из первых на входе. В отличие от завтрака, обеденное меню каждый день разное, также и вечером во время ужина. Всегда есть несколько видов мяса и морепродуктов. А вот свежих овощей и зелени наоборот мало, почти нет. На десерт мороженое, фруктовая тарелка и 1-2 вида пирожных. Мы еще в прошлые свои круизы решили, что хватит с нас буфетов со шведским столом, и на лайнере будем ходить только в рестораны с обслуживанием по меню.
И решение наше оказалось верным. В этот раз, как никогда, огромные очереди в буфете на всех линиях раздачи почти в любое время. Да и стол свободный в буфете найти нереально. Приходилось просто вставать рядом с теми, кто доедает, и ждать их ухода, чтобы занять место. Еще один плюс а-ля карт ресторанов – всегда во время завтрака, обеда и ужина скатерти, сервированный стол с нормальной посудой и столовыми приборами. Обслуживание достаточно быстрое. По вечерам за каждой каютой закреплен определенный стол, а утром и в обед рассадка свободная. Особенности фитосанитарного контроля в азиатских странах явно наложили отпечаток на организацию питания на лайнере. Например, в буфете обычно есть отдел с упакованным фастфудом типа бургеров, которые можно взять с собой в порт в качестве перекуса во время экскурсий и прогулок. Здесь этого не было. Даже целые фрукты, такие как яблоки и мандарины, если обнаружат при выходе в порту, могут изъять. Не говоря о мясных и колбасных изделиях, которые строго запрещены к ввозу. В буфет мы сходили только пару раз для галочки. Вот как это выглядит. Здесь столы не накрыты, тарелки пластиковые, столовые приборы берете самостоятельно, официанты их не приносят. Снять на видео линию раздачи нормально неудобно из-за большого количества людей, стоящих в очередях. Так что все, что могу показать, это наши тарелки на завтрак и обед. Если остались вопросы о лайнере, пишите в комментариях, всем отвечу, а мы отправляемся на берег и смотрим Шанхай. Прилетели мы в Китай за 2 дня до начала круиза и в принципе за это время успели посмотреть все, что хотели. Правда, тогда мы еще не знали, что обратные наши рейсы отменят из-за ситуации на Ближнем Востоке, и мы застрянем в Шанхае почти на неделю после круиза. Это отдельная история, ссылку на видео о нашем экстремальном перелете оставлю в описании. А пока наш чек-лист мест в Шанхае. За один день мы погуляли по набережной The Bund, где с одной стороны реки район, напоминающий европейские столицы, в частности Париж, а с другого берега футуристические небоскребы. С набережной пешком дошли до старого города и сада радости Юйюань. Здесь и при свете дня красота, а в вечернее время просто сказка. Кстати, как и на набережной The Bund. После взяли такси 10 минут, и мы на Нанджинг Роуд, которую часто называют главной китайской улицей и сравнивают с 5-й авеню в Нью-Йорке. Здесь расположены сотни бутиков, ресторанов и торговых центров. В Поп-Март дети закупились брелками School Panda, слава богу, предпочтя их разрекламированным Лабубу. Здесь же мы посетили Хога кафе, что отдельный вид развлечения. Второй день провели в Диснейленде. Билеты в парк покупали в приложении Trip.com, там же, где и Sim. Повторюсь, что оплатить все покупки можно любой картой, в том числе рублевой. Все тарифы подробно расписаны. Легко выбрать самый выгодный, посмотрев календарь и перебирая даты. Здесь же доступен заказ коляски. Мы, к сожалению, думали, что они только для малышей. Оказалось, нет. Кто-то вез и взрослых дам. Так что наши 9-10-летние девчонки точно бы заценили такой транспорт. Да и сумки с теплой одеждой было бы удобнее катить в коляске, чем весь день таскать на себе. Стоимость входных билетов в рабочие и непраздничные дни значительно выгоднее. Самое важное, что нужно понимать, если планируете посетить Китай, почитайте об интернет-ограничениях заранее и подробно. По нашему опыту на местном интернете не работал WhatsApp, Telegram, Facebook, все Google сервисы, а именно карта, переводчик, поисковик, Google Play для скачивания приложений и даже электронная почта. Что работало, так это Яндекс.Сервисы и ВК. Поэтому до вылета решите, каким интернетом планируете пользоваться, и при необходимости установите нужный VPN. А также до вылета скачайте приложение Alipay. Это своего рода электронный кошелек. Он необходим для оплаты покупок в любых магазинах Китая и для заказа такси через дополнительное мини-приложение Didi Travel внутри приложения Alipay. Перевести деньги на счет кошелька можно из Сбербанка и Т-банка или пополнить его через криптовалюту.
Следующая страна – Япония. Как я сказала в самом начале видео, никаких виз мы не оформляли. Такое возможно только в рамках круиза, но не на всех лайнерах, и только при условии, что маршрут начинается и заканчивается в другой стране. К сожалению, в программе нашего круиза был только один порт и стоянка один день в городе Наха на острове Окинава. Здесь не будет чек-листа достопримечательностей, мы просто гуляли по городу, наслаждаясь чистотой и тишиной, с подвисанием в супермаркетах и торговом центре. Так что будет чек-лист покупок. Валюту меняли на местные иены в банкомате в торговом центре, а вот в банках обменников не нашли, заходили в несколько. Tax-free в Японии освобождает иностранных туристов от уплаты внутреннего налога типа НДС. Стоимость покупки должна быть от 5000 иен в одном чеке. На кассе предъявите паспорт или, как в нашем случае, копию паспорта и миграционную карту, выданную на лайнере вместо паспорта. Что выгодно купить в Японии с учетом скидок и tax-free? Косметику в специализированных отделах и аптеках, одежду в Uniqlo, обувь, в частности кроссовки в ABC Mart, электронику японских брендов, ну и мимо продуктовых супермаркетов пройти мы не смогли. И SIM также брали на Trip.com, 1 гигабайт меньше $1. Такси либо просто ловить на улице, либо можно заказать через Didi Travel в Alipay, либо через приложение Uber. Оплата по счетчику, стоимость может отличаться от изначально указанной в Uber. К этому надо быть готовым, особенно на обратном пути в порт, когда каждая минута на счету. В Южной Корее первый порт был на мандариновом острове Чеджу. Удобно, что в портовом терминале есть банкоматы с функцией обмена валюты и супермаркет 7-Eleven. К сожалению, время стоянки минимальное. Прибытие в порт после обеда. Высадка началась около 15:00. Первыми к выходу приглашают китайские группы, у которых организованы экскурсии. И с ними вне своей очереди протиснулись и мы, чтобы хоть что-то успеть увидеть до заката. Сначала мы отправились к водопаду Чонбан, единственному в Корее. Уникален он тем, что пресная вода со скал падает прямо в соленый океан. На берегу сотни пирамид из камней. Загадываем желание. После водопада поехали в парк с пешеходными тропами и смотровыми площадками. Здесь пальмы, сосны, мандариновые деревья, красивейшие виды моря с водой нереального цвета. А этот 20-метровый вулканический столб называют одинокой горой или скалой генерала. Бросаем монетки, чтобы вернуться. После заката переехали из парка в город, к рынку, кафе и магазинам. Такси заказывали через Uber. 4 переезда для 2 взрослых и 2 детей по описанному выше маршруту обошлись примерно в $25. Входные билеты к водопаду около $4 за всех. И в парк с одинокой скалой вход свободный. Конечно, это раз в 5, если не в 10 дешевле любой самой дешевой экскурсии. И еще один порт в Корее – Пусан. Город огромный, как и расстояние между локациями. Чтобы увидеть все самое интересное, не хватит и недели. Смотровые площадки, стеклянный мост, парки, храмы, торговые центры, в том числе самый большой в стране – Синсигэ Сентум Сити. Такси в Пусане заказывали через Uber, как и на острове Чеджу, но в городе из-за пробок стоимость проезда может получиться в 2-3 раза выше изначально указанной в приложении. Обменников много, найти их с помощью Google карты нетрудно. Подытожим. Плюсы круизных путешествий – это возможность увидеть несколько стран за одну поездку, комфортное проживание, разнообразное питание и в нашем случае низкая стоимость плюс шанс посетить визовую страну без визы. Минус только один – мало времени в портах, зато теперь мы точно знаем, куда хотим вернуться и остаться на подольше. И последнее, еще раз о приложении Trip.com. Здесь оказалось выгоднее всего бронировать отели в Шанхае и других городах Китая. А если вам нужно забронировать отель в египетской Хургаде или турецком Белеке, обращайтесь к нам, контакты в описании канала. Мы знаем все лучшие отели этих курортов не по отзывам, а по личному опыту. Ставьте лайк, подписывайтесь, впереди много новых обзоров.